Всех приветствую на моем канале. В прошлый раз я делала когда подсвечники. Мне кажется, я немножечко заморочилась, и теперь уже с опытом понимаю, что можно было это сделать гораздо проще. Поэтому в этом видео я вам покажу результат, который мне нравится больше. От вас прошу комментировать, свое мнение оставлять. А теперь давайте приступим к работе. В общем, принцип понятен. Все остальное потом фольгой или пластикой будем доделывать. Вот. То есть мы с вами сделали основу. Основу сейчас, что у нас торчит, я сейчас доклею горячим пистолетом. И можно ваять дальше. Естественно, делать всякие разные округлости нашей красавицы. Так, а вот результат промежуточный, который получился. То есть фольгой я все это сделала. Ну и закрепила малярным скотчем. Потому что мы все равно потом будем его переделывать немножечко, добавлять. Вот, пока закрепила. То есть это самый первый этап. Все, зато быстро, прочно. Заняло это у меня всего, я не знаю, 15 минут. Итак, мы-то с вами молодцы. Мы уже слепили из фольги статуэтку практически, во всяком случае, ее верхнюю часть. Теперь нам надо с вами будет зафиксировать то, что у нас было слеплено из фольги. Я прям так и называю, фольга. Как я леплю из фольги. Вот то, что мы слепили из фольги, нам надо закрепить. Так мы с вами, вернее я, надеюсь, что и вы со мной, обмотали все это по принципу мумии. Брали салфеточки, я вам показывала еще в прошлых видео. И вот так вот мы обмотали ее. Проклеили клеем ПВА. У нас такая получилась сладенькая.
Итак, мы с вами сделали самую главную основную работу. По сравнению с прошлым, когда мы делали, это вообще заняло, у меня всего 2 дня. Я ее покрыла, еще раз повторяю, в 3 слоя штукатурки с клеем ПВА. Потом прошлась наждачкой. Сначала крупной, потом чуть помельче, поэтому она такая гладенькая получилась. То, что головы, я в прошлый раз вам показывала, как делать, но я думаю, что нужно сделать отдельный мастер-класс. Он будет короткий, но во всяком случае я немножко сейчас усовершенствовала. Здесь, видите, как сделала вот так вот, сделала красавицу. А здесь из другой пластики сделала. Ну вот посмотрю, что получится. Сейчас мы их раскрасим обеих и посмотрим. Ну, там, конечно, пластика такая, которая запекаемая, а здесь тоже пластика, но она самозастываемая. Посмотрим, что у нас с вами получится. Подсохла наша с вами статуэтка. Теперь надо ее покрасить. Покрасим мы пока всю в один цвет, а потом уже будем дорисовывать контурами, красками. Будем разрисовывать ее одежду, цвет кожи оставим неизменным. Покрасила, пока они сохнут, не могла удержаться и наделала им всяких прибамбасов и на голову, браслетики на ручку. Так, все красивее и красивее становится ее платье. Очень красиво все переливается, блестит. Характерно для женщин Африки. У них все очень яркие краски. Так, вот быстро покажу результат промежуточный. Это первое, которое побольше. Платье закончила. Больше ничего не буду делать. Оно очень яркое, очень красивое получилось.
У второй тоже раскрасила бронзовой краской. В первом слое, думаю, второй будет еще более насыщенный и не будет прозрачные некоторые темные места. Так, после этого приступаем к раскраске украшений. Итак, все, что можно я раскрасить, раскрасила. Украшение ей сделала. Маленькая получилась лучше, чем большая. Осталось все это покрыть лаком. И будет готово.